Приняла предложение принца Чарльза. Сейчас это кажется невероятным. Не выйдя Диана в 1981 году за Чарльза, мир никогда бы не узнал о ее существовании. Вряд ли стеснительная заурядная девушка, дважды провалившая выпускные экзамены в школе и едва вытянувшая один семестр в колледже, смогла бы добиться той заоблачной популярности и обожания, какое было у нее в статусе жены наследного принца. Вопреки распространенному мнению, Диана не была богатой до свадьбы. По британским законам, перские титулы, включая титул графа Спенсера, вместе со всем движимым и недвижимым имуществом передаются исключительно по мужской линии. У Дианы был младший брат Чарльз и две старших сестры. Мальчик наследовал все, сестры достаточно удачно вышли замуж. Что касается будущей принцессы, то ее судьба могла оказаться весьма скромной. Диана Спенсер, конец 1980 года. Диана Спенсер, начало 1981 года. Диана Спенсер за работой, в роли няни, предположительно, в семье американцев по фамилии Робертсон, Лондон, 1980 год. Фото Дианы, сделанное в детском саду, где она работала помощницей воспитателя. Фотосессия сделана уже после объявления помолвки, 1981 год, в год, когда она стала официальной девушкой принца Уэльского. Леди Ди уже пару лет жила в Лондоне, сначала у мамы, а после в квартире, которую ей подарили на 18-летие. И поскольку особого образования девушка не имела, то бралась за любую работу, нигде, впрочем, долго не задерживаясь, убиралась за деньги у старшей сестры и некоторых ее друзей, помогала организовывать вечеринки, работала инструктором танцев для подростков, няней экспатов из США по фамилии Робертсон, помощницей учителя в Яунг-Ингланд-Шоул и помощницей воспитателя в детском саду. Вот такой послужной список сложился у леди Дианы Спенсер к тому моменту, когда ее начали активно подталкивать к принцу Уэльскому. Ситуация развивалась почти как в классическом романе Джейн Остин, девушка раз за разом оказывалась в нужном месте в нужное время. Все, что ей оставалось сделать, это попасться на глаза принцу Чарльзу, которому двор активно подыскивал невесту, и хотя бы что-то сказать. Учитывая близость бабки Дианы к королеве-матери, а также соседство родового поместья Спенсеров и королевской резиденции в Норфолке, это было легко организовать. Чарльз отдавал должное скромности и чувствительности Дианы, но, конечно, не планировал ни развивать отношения, ни тем более на ней жениться. Однако информация о том, что принц якобы нашел себе новую девушку, с чьей-то легкой руки, оказалась достоянием журналистов. Отношения Дианы и Чарльза стали предметом спекуляций в прессе. Точку в этом вопросе решил поставить принц-консорт Филипп.
поскольку живое человеческое общение между отцом и сыном было не в честь у герцога Эдинбургского, он написал старшему наследнику суровое письмо, в котором потребовал защитить доброе имя девушки, как подобает мужчине. Принц Чарльз, по словам его тети, кузины Филиппа, Памелы Хикс, воспринял это как приказ. Он сделал Диане предложение, которое леди Спенсер, знавшая принца всего несколько месяцев и не имевшая с ним ничего общего, приняла без колебаний. В интервью по случаю официального объявления о помолвке Чарльз сказал, что был искренне поражен тем, что Диана оказалась готова положиться на него. Но сарказм этих слов стал очевиден и понятен только спустя много лет. Переоценила себя и недооценила Камилу. В семье Виндзоров не принято плакать даже на похоронах самых близких людей. А уж на свадьбе, тем более. Даже если эта свадьба означает крах всех твоих мечтаний о счастливой жизни с той, кого действительно любишь. Чарльз выплакал свои слезы по Камиле Паркер Боулс накануне свадьбы века. К тому моменту их роман с препятствиями длился уже 9 лет. О чем, безусловно, знала и Диана, последние 2 года жившая не в глухой деревне, а в Лондоне, где подобного рода информация всегда попадала на первые полосы газет. На что же рассчитывала 19-летняя скороспелая невеста, у которой общий стаж знакомства с будущим супругом составлял меньше года, а общения – и того меньше, чем она собиралась затмить Камилу. Соперницы, Диана и Камила познакомились еще до свадьбы. Весна 1981. Королевская свадьба века. 1 августа 1981 года медовый месяц оказался отличной возможностью выспаться. Фраза из письма Дианы, написанного своей фрейлине 15 августа 1981 года, спустя 2 недели после пышной королевской свадьбы. То есть едва став законной женой 33-летнего мужчины, который 9 лет имел любовную связь с темпераментной и опытной в любовных делах соперницей, Диана не нашла ничего лучшего, как с чувством глубокого удовлетворения проспать медовый месяц. Можно без труда представить себе, как в это время заскучал по Камиле Чарльз. Между Чарльзом и Дианой была интеллектуальная и духовная пропасть. Почти 13 лет разницы в возрасте нужно было компенсировать хоть чем-то, но она решила, что это он, Чарльз, должен взять на себя труд спуститься на ее уровень развития, а никак не она подняться до уровня супруга. Она не интересовалась хобби принца Уэльского, не пыталась подружиться с его друзьями, критиковала его привычки и с издевкой относилась к его набожности. Им буквально ни о чем было говорить друг с другом, а слушать Чарльза так, как это делала Камила, Диана и вовсе не умела. Примечательный факт: любимыми книгами леди Ди были любовные романы Барбары Картленд. Еще до замужества она зачитывалась книжкой «Невеста короля», признаваясь, что в ней находили воплощение все ее девичьи мечты.
1993 году сама писательница скажет: «Диана читала только написанные мной книги». Что ни говори, но это не лучший выбор. Американка Мэри Робертсон, у которой Диана Спенсер работала няней незадолго до помолвки, тоже вспоминала, что была крайне удивлена ограниченными литературными пристрастиями девушки и даже посоветовала ей начать читать Татимес и Даила Телеграф, дабы иметь возможность поддерживать беседы с Чарльзом. Любимая книга Дианы, в которой, по ее словам, были описаны все ее мечты. Реальность, в которой Диана была женой будущего короля, оказалась куда прозаичнее. После того, как стало очевидно, что Чарльз скучает в ее присутствии, Диана сделала еще одну стратегическую ошибку, что простительно девушке ее возраста, но, увы, не меняет финал. Она начала ревновать мужа к его бывшей любовнице. Это сильно заземлило Диану в глазах Чарльза. Она, не понимая этого, придумывала все новые поводы для ревности и новые оскорбительные прозвища для Камиллы. Одно из них даже осталось в истории минус Ротвейлер. По мнению Дианы, Камилла мертвой хваткой вцепилась в Чарльза, как делает собака этой охранной породы. Похоже, королева сердец так до конца жизни не смогла понять, в чем она все время проигрывала более старой и менее привлекательной сопернице. Позволяла себе быть истеричкой. Многочисленные воспоминания о Диане и ее собственные признания, сделанные в интервью BBC в 1995 году, четко указывают на то, что у леди Ди был стероидный тип личности. Впервые во всей красе это проявилось, когда, будучи на 3-м месяце беременности, а забеременела Диана почти сразу после свадьбы, она инсценировала падение с лестницы. Разумеется, все закончилось благополучно, а до смерти напуганный Чарльз весь остаток беременности Дианы сдувал с нее пылинки. После родов, по признанию самой принцессы, она вновь стала страдать от недостатка внимания, впала в послеродовую депрессию, а после начала демонстративно наносить себе телесные повреждения. Правда, именно что демонстративные, а не такие, которые могли действительно как-то навредить ее внешности. В интервью BBC принцесса Уэльская заявила, что была, возможно, первой в королевской семье, кто когда-либо испытывал депрессию или, по крайней мере, первой, кто позволил себе проявить ее открыто. Такая регулярная открытость отшатнула от нее Чарльза и его семью. Помимо депрессии, Диана страдала периодическими расстройствами пищевого поведения. Она сама признавалась, что в начале брака более 4 лет страдала булимией, которая была связана с недовольством своей фигурой и с нервным перенапряжением из-за свалившихся на нее жизненных перемен. Бесконтрольное переедание, после которого принцесса отправлялась в уборную, дабы вызвать рвоту, тоже не добавляло романтики супружеским отношениям. Диану не раз направляли на лечение, однако,
Как известно, это ни к чему не привело, поскольку истинная проблема крылась в эгоцентричном характере молодой женщины, в ее ненасытной жажде внимания окружающих к своей особе и, что самое главное, в нежелании работать над собой. В стране, где уже тогда была отлично развита система частных психотерапевтов и психоаналитиков, Диана предпочла рефлексировать, жалеть себя и шантажировать окружающих своими выходками. Это сначала пугало и расстраивало Чарльза и Елизавету, потом шок сменился раздражением и отчуждением. К 1985 году принцесса сумела полностью отдалиться от мужа. Чарльз вспомнил о Камиле, Диана, о рыжем инструкторе по верховой езде. Изменяла будущему королю Англии, которая гордится своей историей, еще помнит времена, когда измена мужу королю приравнивалась к государственной измене. Конечно, современные Виндзоры далеко ушли от того, чтобы рубить головы за прелюбодеяния своих супругов, да и Чарльз пока не монарх. Но в королевской семье табу на женскую измену прописано на уровне ДНК. Даже если сам супруг при этом пускается во все тяжкие, жена должна оставаться святой. Диана не могла не знать, чем обернутся ее интрижки, учитывая статус жены и матери наследников британской монархии. Но она, судя по всему, предпочитала об этом не думать. Как и о том, что статус ее любовников, конюхи, водители, офицеры, еще более унижает и Чарльза, и ее саму. Самый скандальный любовник Дианы, Джеймс Хьюитт, позже сделает деньги, став соавтором книги, в которой рассказал о своей связи с принцессой Уэльской больше, чем следовало. Именно его часто называют настоящим отцом принца Гарри. А Дианой со своим дворецким, Полом Барреллом, который заговорил только после смерти леди Ди. Будучи геем, он сочувствовал Диане, был ее глазами, докладывал ей о Чарльзе и Камиле и тайком привозил к ней любовников. Биографы принцессы Уэльской насчитали 5 официальных и 6-8 неофициальных любовников, с которыми Диана имела отношения, да и после развода с Чарльзом. Больше всех за эти романы досталось принцу Гарри, которого журналисты объявили побочным продуктом маминой любви, как только стало известно о ее многолетнем адюльтере с рыжеволосым офицером и инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. А после мемуаров бывшего дворецкого Дианы Пола Баррелла, который утверждал, что Диана предпочитала не предохраняться во время своих тайных встреч с мужчинами, слухи эти и вовсе стали невыносимы. Пресечь их мог бы простой ДНК-тест, но королевский двор никогда не пойдет на подобную процедуру. Возможно, не в последнюю очередь потому, что ДНК Чарльза и Гарри впрямь могут не совпасть, а что в таком случае делать дальше, никто не знает. К счастью для принца Гарри,
Благодаря старшему брату Уильяму и его жене Кейт, он уже достаточно удалился от трона, чтобы его истинное происхождение волновало только историков и любителей копаться в чужом грязном белье. По еще одной неофициальной версии, тест ДНК уже давно и тайно сделан, и родство Гарри и Чарльза доказано. Подогревала к себе интерес прессы тележурналист Мартин Башир во время знаменитого скандального интервью напомнил Диане, что ее нередко обвиняли в том, что она сама искусственно раздувала интерес к своей персоне, эпатируя прессу в первые годы брака с Чарльзом. К примеру, она выступила чуть ли не в неглиже на сцене Ковент-Гардена в паре со знаменитым танцовщиком балета Уэйном Слипом. Номер был подарком принцу Чарльзу на его день рождения. Однако фактически Диана перетянула на себя все внимание, которым должен был насладиться именинник. Второй раз это случилось на приеме в Белом доме, где она станцевала рок-н-ролл с Джоном Траволтой. Импровизация вызвала настоящую истерию среди журналистов и обывателей, и Диана снова затмила собой и мужа, и принимавшую их чету Риганов. До ее появления в королевской семье другие ее члены, включая молодежь, подобного ажиотажа никогда не вызывали, но, впрочем, и вели себя куда менее эмоционально. Даже с бунтаркой принцессой Маргарет, кажется, было меньше проблем. Диана всегда отрицала тот факт, что она играет на публику, однако в действительности ей льстило, что она смогла стать первой знаменитостью в королевской семье. Прежде неприметная девушка с очень скромными вкусами в одночасье превратилась в жену наследного принца и получила неограниченный доступ к модным коллекциям лучших модельеров мира, а заодно и к шкатулкам с фамильными драгоценностями Елизаветы II. Мода стала еще одной ее страстью. Кто еще из королевских особ мог бы себе позволить надеть на официальные мероприятия красные колготки? Диана могла. И это тоже шло на первые полосы газет. Нездоровый интерес прессы подогревали словоохотливые друзья Дианы, которым, и это самое важное, принцесса сама позволила рассказывать о ее непростой жизни в Кенсингтонском дворце. В том же интервью 1995 года леди Ди признала, что ее друзья общались с биографистом Эндрю Мартоном с ее личного разрешения. Результатом того общения стала скандально известная книга «Диана». Ее подлинная история, вышедшая в свет в 1992 году. Таким же провокационным и возбуждающим всех охотников за жареным стало и откровенное интервью Дианы для телеканала BBC. Дала скандальное интервью 24 ноября 1995 года. Диана дала интервью телеканалу BBC. Часовая беседа с ведущим программы «Панорама» Мартином Баширом имела эффект разорвавшейся бомбы. Диана честно рассказала о проблемах, сопровождавших все 15 лет ее брака с Чарльзом, призналась и в булимии, и в нескольких попытках суицида, и даже в собственных изменах, которые, и это сквозило между строк, были следствием измен Чарльза.
Диана была убеждена, что с тех пор, как они с Чарльзом разъехались, она стала проблемой для его окружения, а потом и вовсе назвала их врагами, которые задались целью усложнить ей жизнь, очернить ее и дать козыри принцу Уэльскому в случае развода. Думаете ли вы, что когда-нибудь станете королевой? Нет. Не думаю. Я бы предпочла стать королевой людских сердец. Я не представляю себя в роли королевы этой страны. Не думаю, что многие в этой стране хотели бы, чтобы я стала королевой. Когда я говорю «многие», я имею в виду истеблишмент, которому принадлежу. На фоне всего того, что было сказано о муже и о королевской семье, странно было под конец программы услышать, что Диана не хочет разводиться с Чарльзом. Однако по окончании эфира программы это было уже не в ее власти. После такого публичного выноса ссоры из избы поддерживать на плаву разбитую семейную лодку не было смысла, по крайней мере, его не видела королева. Спустя непродолжительное время Диану вызвали к Елизавете II на прием, и вопрос о разводе был решен. К слову, так Диана и получила свое состояние – 17 миллионов английских фунтов единовременно и еще 700 тысяч фунтов ежегодного пособия на содержание прислуги той части Кенсингтонского дворца, в которой ей было позволено остаться как матери наследников короны. По воспоминаниям дворецкого Дианы, Пола Баррелла, она до последнего момента сомневалась в том, что поступила правильно, согласившись на это интервью. Правда, есть и другая теория. Диана не могла не понимать, что развод рано или поздно станет неизбежным, и ей хотелось рассказать людям свою версию, почему их брак был разрушен. Это была месть уставшей женщины своему мужу и его семье. Но последствия этих откровений оказались серьезнее, чем она ожидала. От Дианы отвернулись сестра и брат, которые были близки к членам королевской семьи, ее резко осудили собственные бабка и мать, и, наконец, перед ней перестали открываться многие двери, в которые она еще недавно входила без проблем. Немногие были готовы ради любви к королеве сердец лишиться милости настоящей королевы. И если Диане казалось, что ее жизнь усложнилась после того, как они с Чарльзом разъехались, то после злополучного эфира это стало ее объективной реальностью. Собиралась выйти замуж за мусульманина. Еще до официального развода у Дианы был роман с хирургом пакистанского происхождения Хаснат Ханом. По словам друзей дворецкого Пола Баррелла, который организовывал их любовные встречи в Кенсингтонском дворце, Диана была так увлечена, что всерьез говорила о возможности для нее сменить веру ради удачного брака. Однако Хаснат посчитал, что принцесса слишком влюблена в свой звездный статус и светскую жизнь. Предложение так и не поступило, но когда на личном фронте Дианы возник следующий любовник-мусульманин, королевский дом
Пакистанец Хаснат Хан был серьезным увлечением Дианы. Ради замужества с ним она была готова принять мусульманство, но предложение не последовало. Хаснат сбежал от влюбленной принцессы, от внимания которой ему стало душно. Дади Аль-Файед мог бы стать следующим мужем Дианы, по крайней мере, он к этому вел ее довольно уверенно, осыпая подарками и организуя ее досуг по высшему разряду. Диана даже опасалась, как бы египтянин не подумал, что смог ее купить. Было очевидно, что после официального развода Диана нервничала по поводу своего статуса и находилась в активном поиске. Дади Аль-Файед не был мужчиной ее мечты, но за ним были миллиарды его отца и возможность продолжать вести тот образ жизни селебрити, к которому она привыкла и которого лишилась усилиями королевы. О том, что Диана не была влюблена, но рассматривала Дади как возможного кандидата в следующие мужья, говорят ее друзья. Летом 1997 года Диана забрала с собой обоих сыновей, дабы провести с ними каникулы на Лазурном берегу. А после в прессе появились снимки наследников британской короны в обществе Дианы и ее любовника-мусульманина. Диана не просто познакомила детей с потенциальным новым папой, но позволила им плотно общаться. О том, что подобные контакты могли скомпрометировать мальчиков, Диана, очевидно, даже не подумала. Она была нацелена устроить свою личную жизнь и, кажется, в очередной раз забыла, что она перестала быть обычной женщиной в тот момент, когда стала матерью наследников короны, и даже развод с Чарльзом тут уже ничего не мог изменить. Елизавета и двор были в панике, учитывая, какое влияние на сыновей оказывала неуравновешенная эпатажная мать. Что было бы, прими Диана мусульманскую веру, что она сама допускала в качестве жертвы ради удачного брака. Что было бы, появись у Уильяма и Гарри единоутробные братья и сестры-мусульмане. И это не вопрос толерантности по отношению к людям другого вероисповедания, это вопрос жизни и смерти для монархии, одним из столпов которой является протестанство. Летом 1997 года стало понятно, что Диана в погоне за устройством личной жизни становится опасной для своих собственных детей. Принцам Уильяму и Гарри была уготована иная участь, и они никак не могли стать пасынками мусульманского миллиардера. Была ли гибель Дианы спланированной акцией или же трагическим стечением обстоятельств, но ее смерть, безусловно, стала большим облегчением для королевского двора. Взбалмошная, нестабильная, кидающаяся из крайности в крайность, играющая на публику принцесса оказалась черной овцой в их стаде. И неизвестно, чем еще могла бы закончиться ее история, не оборвись она в том парижском тоннеле. Фото: Getty Images.